Привет! Сегодня про пластиковый звук и как с ним бороться. Послушайте быстро сделанный пример пластикового и нормального звука. Это одни и те же MIDI-партии, за некоторыми исключениями, про которые сегодня поговорим. Как слышите, это в целом одни и те же партии, только первый вариант звучит довольно пластиково, скудно, а второй вполне иди выпускай. Хотя я там вообще все довольно-таки тяп-ляп сделал в плане сведения. Но как пример зашибись. Вариантов, как избавиться от пластиковости и сделать классно, много, но сегодня я выделю 6. Хотя если обобщить, то 4. Если еще сильнее обобщить, то на самом деле 2. Ладно, давайте все по порядку расскажу, сами все поймете. Начнем с ударных. И сначала о звуках. И тут вам нужны, конечно же, те сэмплы, как было в известном меме начала 2000-х. Ну и сейчас вроде с этим проблем нет, существует миллиард мест, откуда можно их взять. Здесь важный аспект, что нужно делать характер звучания каждого сэмпла. Используйте не скучные звуки, а вот с таким характером. Как это сделать? У меня, например, есть вот такое видео, здесь ссылка в углу экрана и в описании. А можно еще и слоить звуки, подмешивая что-то, например, к снейру. Теперь про MIDI. В первом варианте у меня здесь используется такой луп и довольно скучный. А теперь идем во второй. Посмотрите, сколько тут разнообразия. Разные длительности, разные громкости. И даже и первый и второй раз не всегда повторяется. А еще и ноты стоят неровно. Вы можете сказать, ну, что-то вот это все здесь с одной громкостью. А вот и нет. На каждом инструменте лежит Humanize, который двигает MIDI рандомно вперед-назад и меняет чуть-чуть громкости каждый раз. Там еще всякие фоновые звучки и шумы с рандомизацией играют. Так что даже вот послушать одни только вот эти ударные в кайф. Переходим к басу. В пластиковой версии у меня тут играет простенький синтезатор, типа органа. Хорошо, но ничего особенного. А теперь смотрим и слушаем нормальную версию. Первое — это амнисфера. Там все хорошо со звуками, они уже не одинаковые каждый раз, когда нажимаешь ноту. Ну и сами звуки крутые. Теперь по поводу партии. Обратите внимание, здесь добавилось смещение и мелкие нотки, сыгранные с разной громкостью. Вообще звук довольно сильно компрессируется, поэтому прям громкость она не сильно влияет. Но зато velocity влияет на само звукоизвлечение, и компрессироваться будет нота уже немного с другим характером, что влияет на восприятие. Так что основа — это звуки, их качество и MIDI, как эти звуки играются. Идем дальше. Аккорды. И здесь снова про звуки и про MIDI. Сначала звуки. В пластиковой версии играет одна нотка сэмплированного рояля, и одновременно звучит такая же одна нотка сэмплированного Родоса. И в целом это уже неплохо, потому что не один звук, а такой слоистый, из двух состоит. Но этого недостаточно. Теперь смотрим на нормальную версию. Тут звучит крутой рояль с обработками и крутой Родос, тоже с обработками. Что такое крутой? Это когда он очень качественно сэмплирован и гармонически богат. Полный такой, богатый обертонами. Второе — это то, что каждый раз, когда нажимаешь ноту, звучит немного разный звук, потому что невозможно в реальной жизни дважды получить один и тот же звук. Обработки типа дилея и реверберации, они дополнительно обогащают звучание, но тут главное не переборщить. То же самое и с Родосом. Ну и по громкости свести, чтобы вместе хорошо звучало. А теперь посмотрите на MIDI. Поскольку человек не может сыграть все ноты аккорда одновременно, не бывает такого, что все нотки запускаются одновременно. Поэтому надо раздвигать, чтобы симулировать человечность.
Но многие не запариваются насчет этого момента и даже иногда вручную сыгранные партии квантизируют к сетке. Так, кстати, сделано в пластиковой версии, посмотрите. Кстати, во многих давках есть очень крутая настройка процента квантизации. То есть сыграл вживую слишком погано, нажимаешь квантизировать, а нотки, они не сразу встают в сетку, а придвигаются к ней на сколько-то процентов. Я обычно ставлю около 20-30% и просто нажимаю несколько раз, пока не добьюсь нужного мне эффекта. И еще обратите внимание на то, что громкость каждой ноты отличается. Человек не может с одинаковой громкостью нажать все ноты аккорда. Мало того, в аккордах кайф иногда зачастую именно в разной громкости нот, и так даже можно добавить разнообразие в один и тот же аккорд, сыгранный 2 раза подряд. В общем, на вопрос, в чем сила, можно смело отвечать в Velocity. Дальше Pad. Здесь с ним все довольно просто, все так же можно пропустить и сразу переходить к соло-партии. В пластиковой версии опять используются те же самые сэмплы рояля и родоса, которые использовались и в аккордах, хоть они и в целом хорошие. А еще все нотки звучат в сетке и с одинаковым velocity. Скучно, пластиково. А вот в нормальной версии снова крутые звуки, причем отличаются от звуков, которые были в аккордах. И это создает разнообразие восприятий. Также все нотки не стоят в сетке и немного синкопированы, еще и с разным velocity. И с эффектами, конечно. Хотя в пластиковой версии тоже есть реверберация, но она не такая классная. Само собой, кроме вышеописанного, есть еще кое-что важное – сведение. Это отдельная большая тема, которую я так или иначе раскрываю во многих своих видео. Но есть один короткий нюанс, который на самом деле тоже заслуживает отдельного разговора, но упомяну здесь. Нужно следить за частотным диапазоном приблизительно от 150 до 350 Гц. Довольно сложный диапазон, в котором с одной стороны что-то обязательно должно быть, а с другой стороны, если там много чего, это будет муть и грязь. Давайте подведем итоги. Звуки. Качественные, гармонически богатые, с кучей обертонов, имеющие разнообразие в своем звучании каждый раз при нажатии нотки, да еще и желательно на каждой ноте в аккорде. На самом деле такое можно сделать и в сэмплере, из одного сэмпла, но это уже тема отдельного видео. Откуда брать качественные звуки? Покупайте классные синты, заморачивайтесь на синтезе, покупайте клевые ромплеры или контактовские библиотеки. То же самое с ударными. Качество, характер и разнообразие. Ну и сами партии. Не квантизировано, с разным velocity, разные длительности, в общем, мимикрируйте под человека. Хотите избавиться от пластиковости, придется поработать, никуда не денешься. Из этого видео явно вытекают темы про работу в сэмплере и по синтезу, но это уже не сегодня. А на этом у меня сегодня все, и до встречи в следующих видео. Пока.